warm chatter. У меня есть система, которую я называю теплая болтовня. So, and I need, Ken just left. Which one of your team speaks the best English? Кто говорит по-английски? Девочки. Нелечка, давайте на сцену. Да, да. Нам нужен ассистент. И красивая ассистентка. We need a beautiful assistant here. Okay, okay. Now, we're shopping together. We're in a store shopping together. Так, представьте, мы в магазине ходим за покупками. And we see Irene. И мы видим Ирину. And we know Irene would be sharp in our business if we could get her И мы знаем, attention. что Ирина будет классным бизнес-партнером, если мы сможем привлечь ее внимание. Now, I'm not going to go over and say, do you want to join a network marketing company? Because she's going to say, Я не no. подойду к ней, разумеется, и не спрошу, вы хотите присоединиться к сетевому маркетингу, потому что, разумеется, она скажет нет. So I would look at you and say, Yeah, you're so beautiful. yeah. How would you like? And I would say, I bet she doesn't know anybody that needs to lose weight. Поэтому я посмотрю на Нелли и скажу, она такая красивая, я не думаю, что она знает кого-либо, кому нужно сбросить лишний вес. Now, if I said to you, Irene, I bet you don't know anybody that needs to lose weight, what would you say? Oh no, I know someone. You do? Yeah. Well, look what our product did for me. Oh И my если God. я спрошу, Ирина, если я скажу такое, что вы не знаете никого, кому нужно сбросить вес, что вы ответите? Я отвечу, нет, конечно же, я знаю людей, которые хотят сбросить вес. И вот в этот момент я покажу Ирине продукт, который помог измениться мне. Now, what would you say next? И что бы ты сказала What did you дальше? do? What did you do? This Что is же ты very сделала? important. Это очень важно. Don't give an explanation here. Не давайте объяснения прямо здесь. Back up and say, let me give you my information in a card and let me get your email address. Подождите, не говорите ничего, просто протяните визитку, предложите, попросите email адрес у человека, с которым вы разговариваете. Because if we attacked her and tell her all about Zuma, Потому что если мы начнем ее атаковать и будем рассказывать о Зуме, she may never want to see us again. она, наверное, никогда не захочет больше с нами увидеться. But if we leave her with mystery, curious, Но если мы оставим место загадке и какому-то интересу, then she'll want to talk to us again. она захочет поговорить с нами еще раз. It's kind of like fishing. Это как рыбалка. Now, what you may want to do after you hand her your card is say, where are you from? Вы можете спросить после того, как вы протянете ей свою визитку, откуда вы? Oh, I'm from Oregon. Oregon. Я из And how Орегона. long? Now, I hear your Texas accent. Where did you get that Texas? Oh, that's from Ukraine. Oh, you're from Russia. Yeah. We have many partners in Russia. Oh, Awesome. really? Yeah. So how long you been in States? States? 21 years. Wow, wow. И затем у них развивается очень живой разговор. Откуда вы? Почему у вас такой акцент? Я раньше жила в Украине. В Украине у нас есть очень много партнеров в России и так далее. So we begin to, and then I introduce her to we talk about, we become friends. И потом я представляю свою новую знакомую своей спутнице. Мы становимся знакомыми, друзьями. And like this is before Zuma. So what do you do since you've been in the United States? Oh, different things. И чем вы занимаетесь здесь? Кем вы работаете? And what do you really like to do as far as recreation? Oh, I love travel. I love travel, cruises. Wow. И чем вам нравится заниматься в свободное время? Я обожаю путешествовать, я люблю круизы. I'd love to have a meeting sometime, maybe have coffee and share with you what we do. Я бы с удовольствием пригласила вас когда-нибудь на кофе и поделился информацией о том, что делаю, чем занимаемся мы. That's form. What you're doing is you're talking about where they're from.
and family. So the F. То есть, что вы делаете? Вы говорите, вы спрашиваете у нового знакомого, откуда они, расспрашиваете о семье, What is their occupation? чем они занимаются, где они работают, What do you do for recreation? чем вы занимаетесь в свободное время, And then a little bit about your message. и потом немного из того сообщения, которое вы бы хотели донести до человека. Now, I remember I asked her for her email address because you don't want to just come right out and ask them for a phone number. Some people feel a little bit of hesitation about giving a phone number. И заметьте, что я просил у Ирины не номер телефона, а именно email адрес, потому что очень многие люди пытаются защитить себя и свою конфиденциальность, свою частную жизнь, и они скорее дадут email адрес, чем номер телефона. Okay. All right. Now, you can do that with that same thing with, I bet she doesn't know anybody that has diabetes. Вы можете задавать любые вопросы, то есть делать любые ремарки. Я уверен, что она не знает никого, кто болен диабетом. Because it's like me and her are having a conversation. Потому что со стороны это все равно, что я разговариваю со своей спутницей. And if she decides to say something back, now we're having a... Oh yes, I know. My father has diabetes. Your father has diabetes. И если Ирина, если человек, перед которым вы это говорите, решает заговорить с вами сам, то есть у него уже есть интерес в этом, и это его решение заговорить с вами. We work with a company that has a line of products, natural products, that help our body deal with diabetes. И дальше, если, опять же, ответ есть о том, что я знаю кого-то, кто болен диабетом, Ронни рассказывает, мы работаем с компанией, у которых есть очень много продуктов, помогающих в борьбе с диабетом. How can I get them? Как я могу их получить? Here's my card. Oh, Вот моя Let me get your визитка. email address. Могу ли я записать ваш email адрес? And we're having a conversation, and we're intense. I bet she doesn't know anybody that needs more money. Oh yes, I need money. So it works. Work with that warm chatter, and as you're out shopping, go together. Women like shoes. I love to shop. Поэтому это может быть абсолютно любая фраза. Вы идете с друзьями по магазинам, женщины любят обувь, я люблю ходить по магазинам. Women that work in shoe shops Женщины, которые работают в магазинах, need more money. им, разумеется, нужно больше денег. So everywhere you go, you can do this warm chatter. Thank you very much. Now wait. Now, you see this little badge? Также вы обратили внимание на эти значки? Hydrate, lose weight. Здесь говорится, прогидрируйся и потеряй, и сбрось вес. So I use an attention getter. This is called an attention getter. Это привлекает внимание. And you want one that causes them to ask you a question. You want them to ask you. In other words, this says, hydrate, lose weight, ask me how. So it asks for a response. Вам нужен значок, на котором будет написана фраза, которая приведет к вопросу. То есть в конце, внизу написано «потерять вес, спросите меня как». И в это очень важно, нужен сам вопрос. Как? So when she comes up, probably she's going to say, what does your sign say? Yeah, what does it mean? Lose weight. И обычно в обычной жизни человек подойдет к вам и спросит, что это значит потерять вес, вы сбросили вес, и в этот момент Ронни протягивает фотографию, где он весил около 170 килограмм, и это было 6 месяцев назад. И после этого начинаются, разумеется, расспросы, как у вас это получилось, вы прекрасно выглядите. В этот момент опять, вот моя визитка, могу ли я написать ваш email адрес? It's very important that you don't do your sales pitch right there. Очень важно. Second meeting. You're working on developing a relationship to do a second meeting. Очень важно добиться именно второй встречи с этим человеком
и не пытаться продавать ему что-то или рассказывать о бизнесе при первой встрече, вы хотите подождать до второй. Hey, Ronnie, what about this wonderful bottle everybody carries? What Yeah, happens when somebody asks you what's inside? And that same thing, the green bottle. How many of you carry your green bottle everywhere you И go? то же самое с бутылкой нашей дома. Сколько из вас постоянно носит с собой эту бутылку? That's great. And if somebody asks you, do the same. Don't go into a long explanation. Develop a relationship so you can get back together. Если то же самое, если происходит ситуация, когда вас спрашивают о зеленой бутылке и что это, что в ней внутри, делайте то же самое, не рассказывайте сразу. How many of you have business cards? Сколько у вас есть визитки? It's very important that you're able to give them something with your information on it and then get something from them. And if you give them a business card, then you can ask them for their information. It's easier. When I give you something, I can get something back, right? Очень важно иметь при себе визитки. Таким образом, вы также, когда вы даете кому-то визитку, вы можете попросить информацию у человека взамен, контактную информацию. Это будет правильно, учтиво и ненавязчиво. So start by asking for an email. Поэтому начните с вопроса записать email-адрес. And then ask, is that the best way for me to contact you? И затем спросите, это самый лучший способ связаться с вами или нет. Some people will say, no, here's my phone number. Некоторые люди скажут, нет, лучше позвоните, вот мой номер телефона. Some people say, no, just send me an email. Другие скажут, да, можете отправить мне email. Now, about 10 out of 100 that you just casually meet and give a business card to will come into your business. Около 10 человек из 100, с которыми вы познакомитесь таким образом и которым вы дадите свою визитку, присоединятся к вашему бизнесу. Not really. Нет, это неправда. About 3. Только 3. 3 человека из 100. It's like the deck of cards. Это то же самое, что я пытался показать с колодой карт. Since I've been in the business, С того момента, как я нахожусь в бизнесе, I've given out 5,000 business cards. я лично раздал 5000 визиток. So it's just activity. Поэтому это просто постоянная активность, деятельность. Key. Activity knowledge does not create activity. Знания не способствуют деятельности и активности. Knowing everything there is to know about the product does not build your business. Если вы знаете досконально все о продукте, это не поможет вам построить, это не построит ваш бизнес за вас. But activity will always lead you to knowledge. Но активность всегда приведет к знаниям. Huh? Does that make sense? Okay. One other thing. Now, how many of you have some very successful people that you feel intimidated about approaching for your business? Знает ли кто-либо из вас людей, очень успешных в жизни, возможно, в каком-то другом бизнесе, и к которым вы хотели бы подойти и предложить работать с вами, но боитесь? I call that my chicken list. Я называю это мой список, куриный список. The reason that we don't approach them is we're afraid we'll mess it up. We will say the wrong thing. И причина, по которой мы боимся к ним подойти, это по причине, что мы просто боимся, что мы что-то неправильно скажем, и мы все окончательно разрушим. So if that was you, and I was going to approach you, and you're on my chicken list. И если бы это были вы, и вы вот были у меня в таком списке, I would come up and say, I've started a business in this area, and I know you're not going to be interested, but you may know somebody that will. Я бы подошел к такому человеку и сказал, я занимаюсь бизнесом, и
И, возможно, вы не будете заинтересованы, но, возможно, вы знаете кого-то, кто будет заинтересован в подобном. So what I've just done is I've reached around her with the opportunity to try to get to somebody she knows. И то, что я сейчас сделал, я обошел ее с предложением к другому человеку, то есть я пытаюсь дотянуться через нее до другого человека, и рядом с ней сейчас находится возможность. Successful people don't like that. Успешные люди не любят этого. They say, "What about me?" Не любят упускать возможность. И говорят, а как же я? So the best way to approach somebody that you feel is very successful is to try to get around them into their market. Поэтому лучший способ подойти к таким людям — это спросить у них, задать им такой вопрос и поставить, указать, что существует возможность, но не предлагать эту возможность напрямую им. So what the way I would say that is, I know you're very successful. I know you're very busy. Как бы я это сказал? Я знаю, что вы очень успешны, я знаю, что вы очень заняты. And you're probably not interested in doing what I do, but you would know somebody. И вы, скорее всего, не заинтересованы в делать то, что я делаю на данный момент. Но я знаю, что вы наверняка знаете кого-то, кто будет заинтересован. That would be interested. Okay. And you wouldn't mind helping me, right? И вам же не сложно мне помочь немного? She's going to say, what is it? Yeah. Ответ всегда будет, что это, какой бизнес? Is this good? Как вы думаете, это получится? Получится. So you're able to get to that person kind of through the side door to approach them. Таким людям вы достучитесь, скорее всего, через боковую дверь, скорее, чем пытаясь зайти через парадную. Now, for a doctor, like Dr. Aguja. Для врача, как, например, доктор Эльгуджа. If I came to him, I would say, I found some products, I would like your opinion. I'm not a doctor, I'm not sure. Would you look at the science behind this and give me your opinion? Если бы я пришел к доктору Эльгуджи, я бы сказала ему, вы знаете, я нашел вот такие продукты, я не врач, я ничего в этом не понимаю, вы бы не могли посмотреть на ингредиенты, на состав и рассказать мне, что это и как оно работает? Once he had a chance to look at it, I would ask him, what did you like best? После того, как он посмотрит на эти продукты, я бы спросил у него, что ему понравилось больше всего. Not what did you think. Я не буду спрашивать, ну что вы думаете? I want to find out what his hot button is. Я хочу узнать, что его заинтересовало именно, что его интересует больше всего. And when you give somebody your business card and you get back in touch with them, и когда вы даете кому-то свою визитку и связываетесь с этим человеком немного позже, when you get back in touch with them, always ask them, what did you like best about the website? Or what did you like best about the information? Or what did you like best about the brochure? И каждый раз обязательно задавайте вопрос, что вам больше всего понравилось на веб-сайте, или что вам больше всего понравилось в брошюре, или что вам больше всего понравилось из информации. Never, what did you think? Никогда не задавайте вопрос, что вы думаете. What did you like best? Всегда задавайте вопрос таким образом, что вам больше всего понравилось. Because I may ask her, I may share her the business with her, and I think she's interested in the product. Поскольку я могу начать рассказывать о бизнесе, я думаю, что человек заинтересован в продукте. And she may be more interested in the business. И здесь могут быть разные интересы. Кто-то может быть заинтересован в продукте, но не в бизнесе. Кто-то заинтересован в бизнесе, но не в продукте. Or I may think she's more interested in the business, and she be more interested in the product.
И, то есть, вы никогда не можете угадать, заинтересован ли человек в продукте или в бизнесе. So if you ask them, what did you like best? Поэтому, когда вы задаете вопрос, что вам понравилось больше всего, You find their hot button. вы узнаете ответ на этот вопрос. And then you just push it. И вы просто потом нажимаете на эту кнопку, которую вы узнали, и дальше узнаете о человеке. And then once you have somebody interested, ask them a question. Get them to ask you a question. Do you have any questions? И после того, как вы кого-то заинтересовали, обязательно давайте им возможность задать вам вопросы. Говорите, у вас есть какие-либо вопросы? When they ask you a question, Когда они зададут вам вопрос, even if you know the answer, даже если вы знаете ответ на этот вопрос, don't answer it. не отвечайте. Do a three-way call. Say, let me get you in contact with my help, the person that's helping me with my business. Не отвечайте, сделайте звонок на несколько линий или сделайте скайп-конференцию. Скажите, давайте я свяжусь с человеком, который помогает мне в бизнесе. And that's the magic of a three-way communication, because now you've got an expert. Maybe it's Dr. Aguja, maybe it's Irene, maybe it's Valerie, my redneck friend. Maybe it's Valerie. You've got somebody else that it makes them feel comfortable that if somebody asks them a question, they'll have help. Если когда вы делаете таким образом, не отвечаете сами на вопрос, а вводите эксперта в какой-то области, у человека появляется к вам доверие, и они чувствуют себя намного увереннее, потому что они знают, что есть человек, к которому всегда можно обратиться, если есть определенный вопрос. Now, ask me what's in the bottle. What's in the bottle? Спросите меня, что в бутылке. Have you ever heard of the fountain of youth? Вы когда-либо слышали о фонтане молодости? This takes dead water and makes it alive. Это берет мертвую воду и делает ее живой. И протягиваете Check визит. my email, give me your email, and I'll send you some information. Я могу записать дайте мне, пожалуйста, ваш email, и я отправлю вам какую-то информацию. Do it often. Do it over and over. Делайте это часто, постоянно.